Короче, ребят, попользовался 5 минут этим сварочным передвижным постом, и я уже без ума от него, он мне очень нравится. Можно одной рукой двигать полностью все. Разворачивать, крутить, как нужно. Подъезжать. Тормоза. Все жестко. Здесь у меня сварочный снизу. Рабочая поверхность. Маска висит, шланги. Все подключено. И баллон. Сегодня я хочу сделать такую тачечку для сварочного аппарата и газового баллона. Я распечатал из интернета, вот нашел немножко информации, подзарядился немножко мыслями. Вот. К чему я пришел? Я хочу сделать вот такой вот вариант. Только немножко, ну как, улучшенный, что ли, под себя. Я решил вот здесь вот добавить перемычку, допустим. Здесь сзади у меня будет перемычка. Потом, так, это у нас будет труба 40 на 40. Вот. Здесь будут такие наполняшки из 30-й трубы под низом, под сварочной. Это для того, чтобы не собиралась пыль, мусор проваливался туда. Вот, вот и это будет из 30-й трубы. Это будет 30 на 30. Здесь будут такие ушки специальные, ну, тоже под кабеля. С другой стороны под шлангу. Здесь будет баллон становиться. Ну, в принципе, все будет вот так примерно выглядеть. Дальше покажу, ребят, что получилось. Итак, ребят, основные наполняхи я нарезал. Заглушечки заготовил. Какой момент? Вот эти вот наполняшечки, они будут, получается, из другой трубы, не из 40-й, а чуть-чуть ниже вариться по периметру. Вот так. Что, то есть сварочный аппарат, когда туда будет как бы вставляться, и он будет как бы окантован вот так вот трубой по контуру, чтобы не выезжал, не выпадал, ну, то есть из этих соображений. Вот это у нас будет труба 20 на 20. Вот так вот. И вот это нарежу. Это крепление для шланг здесь. И это действует как ручка, чтобы эту тачку можно было возить. Вот это тоже ручки, кстати. Вот, но здесь мы еще кинем перемычечку. Мне так хочется. Вот здесь. Вот так вот. Будет тоже из трубы 40 на 40. Едем дальше. Ребят, узорчики я придумал просто исходя из того материала, что у меня было. Сейчас еще сделаю вот так вот. 3 вот таких длинных.
начале закреплю файлик. Но вкратце, вот эти вот части под баллон, это кусочек трубы 40 на 40, который подрезан под 45 градусов и выставлен на определенном расстоянии. Вот. Я выставлял это все по баллону, но размеры я дал. То есть баллон у меня плотненько становится, здесь будет какая-то стяжка. Дальше все покажу. Итак, крепления наши под баллон установлены. Осталось нам сюда подцепить колесики и сделать стяжечку. И все, это все реально рабочее. Дальше покажу. Так, ребят, сама наша высота вот этой тачки 1330. Вот эта вот ширина 880. Ширина от края до начала нашей ручки 550. Вот этот размер габаритный 430. Высота от этой точки до этой точки 500. Следующая высота от низа трубы до верха трубы вот этой ручки 645. Здесь у нас используется труба 20 на 20. Здесь и вот это наполнение тоже я сделал с нее. Здесь 20 на 20 вот наполняшечки. Здесь внутри, где баллон стоит, 20 на 20. А тот остальной весь конструктив из трубы 40 на 40. А если точнее, 1660 гривен. Итак, что я заказывал? Я заказал вот таких вот 6 колесиков. Это поворотное колесо на площадке. Его удобно монтажить, приварил или на винты подцепил, и все, никакой мороки. Очень качественный тормоз. И, соответственно, само колесо выполнено очень качественно. Мне понравилось. Я, честно говоря, ожидал худшего. Отличные колеса. Значит, вот таких колес 6 штук мне обошлись 917 гривен. Параметры колеса 120 диаметр. И вот таких колес я заказал 4 штуки. Это у нас наружные 200, внутренние 16. Будем ставить в наши приспособления. Ребят, кто смотрел у меня в инстаграме нарезочки видео, откуда взялась вот эта вот деталь, тот понимает, что это была стойка с Renault Master. Вот здесь я ее и применю. Сюда будут надеваться наши колесики. Это все будет вариться, ну, собираться. Это будет база для кого? Для колес. База 430. Я сделаю наши задние колеса так, чтобы они было 500 до колеса. От колеса до колеса 500. У нас будет зазорчик по 3 сантиметра. Я думаю, в самый раз на устойчивость. Так, ребят, расстояние от низа колеса до нашей вот этой вот конструкции 150 миллиметров. Вот. О чем это говорит? О том, что при монтаже вот этих колес, это 200-е колеса, нужно добавить 50 миллиметров. То есть я добавляю еще трубу здесь, и потом мы ставим наши колеса.
Так. Наработали! Можно так, можно вот так. Ребят, если все же возникли вопросы, пишите.